Такой прекрасный мир, такой спокойный, мирный и умиротворенный. Мне вот интересно спросить у вас, а вы помните свой первый запуск Майнкрафта? Ощущение бесконечного, но немного пустого мира. Да, прошли годы, вышли сотни обновлений на эту игру, но чего-то постоянно не хватало. Того самого чувства, что ты не просто играешь кубики, а буквально вдыхаешь этот мир. В 2026 году Майнкрафт превратился в нечто большее. Сегодня я не буду показывать вам магические заклинания или огромные заводы. Я покажу вам, как выглядит идеальный Майнкрафт. Это сборка на NeoForge 1.21.11, где каждый мод — это не костыль, а кисть художника. Добро пожаловать в мир, который мы заслужили. Первое, что бьет по глазам, вы можете заметить, это генерация. Генерация этого мира была очень переделана. Тектоник, Biomass Plenty, Geoflick и прочие моды, которые делают вот такую вот красоту. Теперь можно забыть про холмики, которые игра называет горами. Здесь ландшафт ощущается физически. Огромные каньоны, горы, равнины и долины, в которых хочется построить дом и никогда из них не выходить. Но на самом деле величие в мелочах. Разные моды добавляют в биомы ту самую жизнь, которой не хватает оригиналу. Камни в траве, поваленные деревья, частицы в воздухе. Вы больше не идете по пустой текстуре травы, вы идете по лесу, по горам, по каньонам, по структурам. А благодаря модам на звуки вы теперь чувствуете шелест ветра, звуки птиц, эхо. И все это делает очень хорошую атмосферу в игре. Скорее всего, многие скажут то, что, в каждой сборке бывают моды, которые противоречат друг другу. Бывают сборки, в которых напихано много всякого лишнего, много лишнего контента и много всего неразборчивого. Но здесь подобраны очень тщательно моды для улучшения ванильного геймплея. Здесь моды практически не добавляют что-то новое в среду обитания. Здесь добавлены моды, такие как рюкзак, новая готовка, новое ванильное оружие по типу кинжалей, ножей, топоров и прочих интересных механик. У тебя есть буквально возможность сделать спальный мешок и где-то полежать. Новые крыши, новые окна, новые возможности для строительства. Все здесь воедино. Абсолютно ванильные механики, которые вы могли наблюдать в ванильных сборках, это, возможно, какие-то новые структуры, которые выделяются из ванильного Майнкрафта. Вот, условно, посмотрите, эта дорога. Куда она ведет, спросите вы меня? Если нажать одну кнопочку, мы увидим вот это. Это дороги. Вы спросите, куда они нас ведут? А я вам отвечу, смотри, если мы пойдем сейчас в ту сторону, мы увидим здесь деревню. Давай пройдемся. Пока мы будем идти, смотрите. Новая камера, новые облака. Все это здесь работает вместе. И давайте поговорим на чистоту. Раньше 200 модов означали, что у вас компьютер превратится в мясо, взорвется, я не знаю, разорвется, разогреется до состояния солнца. Но, во-первых, мы на NeoForge. Добро пожаловать в путь. Мы пришли в деревню. Да, недалеко отходя от темы, мы на NeoForge. Оптимизация здесь очень и очень хорошая, поверьте мне. Здесь установлено очень много модов, которые улучшают оптимизацию здесь. И смотрите, первая деревень. Привет! Кто ты у нас? Каролина. Лучник. Да, как вы можете заметить, то что здесь установлены также моды, которые позволяют использовать текстурпак Fresh Animations и видеть вот такие вот плавные анимации у всех буквально мобов. Также звуки прикольные, которые означают то, что здесь реально здесь есть жизнь. И да, касаемо стабильности, результат у нас каков? Стабильность, которой позавидует даже чистая игра. Мы можем здесь поставить буквально любую прорисовку и увидеть все, что угодно. Да, на данный момент, конечно, из-за того, что версия буквально вышла недавно, модов на нее не так уж и много. Поэтому, скорее всего, каждую неделю будут выходить обновления по данной сборке, которое будет привносить что-то новое, обновление старого. Поэтому пока что мы довольствуемся вот таким вот необычным результатом. И да, это магия оптимизации 26 года. Мы не жертвуем графикой ради скорости. Мы получаем и то, и другое.
Давай поговорим о новом контенте, который здесь у нас есть. У нас есть вот такой вот мод, который добавляет новые окаменелости. Вот такие вот, например, крипера, вот такой вот оцелота, стража, или вот условно ствол археолога. Далее мод, который позволяет делать вот так, буквально подставку для предметов. То есть там можно поставить буквально любой предмет. Например, вот осколок эхо, держи, смотри, как она теперь выглядит здесь. Или условно алмаз, вот так. Но это очень хорошо для декоров базы, для того, чтобы устроить какие-то магазины условно или что-то в этом духе. Далее самое главное, строительство. Скорее всего, каждого здесь задолбало ванильные заборы. Теперь можете забыть об этом. Мы видим вот такие вот новые заборы. При том, что здесь их очень много видов. Вот условно вот такие есть заборы. Или вот такие заборы. То есть их реально достаточно много. Ну и самое главное, мы можем устроить вот это. Забор из колючей проволоки. Буквально. Далее тоже один из интересных модов. Это мод на фурнитуру. Да, скорее всего все скажут, что фурнитура в Майнкрафте это что-то странное. Ведь, Майнкрафт не рассчитан на декорацию настолько серьезного уровня. Но этот мод не добавляет какие-то изысканную мебель по типу раковины или что-то наподобие. Ладно, может и добавляет. Но она выглядит хотя бы в Майнкрафт стиле. Стулья, столы, кровати, новые шкафы, пуфики, кушетки и прочее. Здесь вы можете обнаружить. Далее, как я говорил ранее, новые оружия. Сделаны они в ванильной тематике, то есть вот условно кинжалы, молоты, глифы и прочее, что здесь можно заметить, сделано и, я думаю, подходит под данный сеттинг данной сборки. Вот мне интересно, вы когда-то хотели пройтись по реальному веревочному мосту? Пожалуйста. Теперь здесь есть такая возможность. На улице дождь. Но мы такое не любим. Далее двери. Миллиард выбора дверей. Буквально. Смотри. И здесь их правда очень много. Всякие новые фонари. Всякие лампы. Всякие вот такие вот вентиляторы. Всякие подсвечники. Все здесь есть. Новые крыши. Новые ступеньки. Новые люки. Новые окна. Новые... Я не побоюсь того слова сказать. Тропинки. Ну и самое главное, конечно, да, новые биомы, новые виды строительных блоков, переделанные в камнерезе. Ну и самое главное, касаемо генерации. В данной сборке установлен мод Serena Seasons, который добавляет сезоны. Весна, лето, осень и зима. Также здесь установлен мод Biomes of Plenty, который переделывает ванильную генерацию, добавляя новые биомы. Но при этом они не выделяются среди геймплея, да, здесь некоторые биомы вырезаны, которые добавляют какие-то, знаешь, магические моды или что-то в этом духе. Поэтому здесь установлены только такие, самые ванильные биомы. Касаемо структур. Вон есть домик, который из себя мало чего представляет. Видели новые деревни, которые тоже мало из себя еще представляют. На самом деле здесь не сильно много всяких различных структур, которые могли бы что-то добавлять в ванильную игру. Здесь установлено несколько лишь модов, которые добавляют вот такие вот монументы или же подобные данжи, которые не имеют в себе какого-то дисбалансного лута. Просто архитектурное строение в Майнкрафте, дабы разбавить просто приключения. Новый интерфейс. Буквально новый, потому что здесь буквально все есть. Новые тултипы, новое взаимодействие с инвентарем, возможность смотреть рецепты, естественно, тоже немаломажно. Также, что самое главное, здесь обновлена боевка. Вот, смотри, как она теперь выглядит, благодаря моду Better Combat. Также, естественно, здесь обновлен новый вид оружия, копья, который тоже теперь имеет свою анимацию. Также новые достижения, которые вы можете поисследовать. И, что самое интересное, измерения. Их тоже я обновил. Ад и End. Как вы можете заметить, рамки портала Vent у меня не активированы, но портал есть. Я это сделал для вида, потому что для того, чтобы теперь активировать рамки портала Vent, нам нужно идти по достижениям. Смотри, здесь теперь есть разные виды глаз. Начиная от того, что нам нужно найти один в особняке, заканчивая тем, что нам нужно получить один из визора. Поэтому активировать портал Vent вы явно сразу же не сможете. Ну а насчет Незера, Незер как Незер. Давайте зайдем и посмотрим. Ой, красота, не правда ли? Незер у нас тоже не обделен изменениями. С новыми анимациями, с новыми биомами, с новыми структурами. Незер теперь выглядит живее. Новые мобы, которые здесь теперь будут вас встречать.
новые структуры, благодаря которым вы сможете здесь выжить. И что самое интересное, новая экосистема Незера. Здесь добавлено очень много различных биомов и реально разнообразит Незер. В поисках новой руды, в поисках новых структур и буквально в изучении данного измерения. Потому что, напомню, Незерит вышел очень и очень давно. End. Что такое End? Это конец буквально всего прохождения. Да? Скажете вы мне. А я вам скажу нет. End тоже полностью переработан. Добавлены новые биомы, новые мобы, новые структуры и, что самое интересное, новая система сражения с драконом. Теперь, если вы сюда придете, вы не увидите сразу же дракона. Его нужно заспавнить. Я вам, конечно, сражение с драконом не покажу. Да, вам сразиться с ним. Потому что, во-первых, для того, чтобы он здесь активировался, нужно активировать портал правильно. А у меня, к сожалению, пока такой возможности нету. Что же касаемо Энда. Как вы можете заметить, новая структура или новые биомы. Теперь Энд выглядит не таким мертвым, что ли, ему сказать. Теперь выглядит немного живее. Здесь добавлены новые мобы, новые предметы, новая броня и новые инструменты. Получить их, конечно, вы сможете не сразу же. Вам для начала нужно будет получить незаритовый уровень, а после этого идти сюда. Но поисследовать вы его сможете вдоволь. И самое интересное, если вы умрете, ваши вещи не потеряются. Теперь будет могила, которую вы можете открыть и получить все вещи назад. Скажете вы мне, как-то не по-ванильному, но мне кажется, не каждый захочет писать Keep Inventory каждый раз и сохранять свои вещи. Да и потерять свои вещи в лаве тоже не хочется. Ну и что я могу сказать? Вот такие вот структуры в мире будут спавниться. Вот такое вот атмосферное сопровождение будет в игре. И теперь я поистине могу насладиться идеальным Майнкрафтом, который мне дает возможность отдохнуть и спокойно развиться здесь, как обычный игрок. Ну и что же, подытожим нашу сборку. На самом деле многого чего не рассказал о том, что здесь добавлены новые эффекты или буквально разные абсолютно моды, которые добавляют мелкие вещи. По типу новых анимаций, новые частицы, когда вы буквально падаете в воду, или исправленные большинство баги, шейдеры, оптимизации и тому подобное. Все это я вам дам проверить самому. Сборочка находится в открытом доступе прямо по ссылочке в описании. Все, что вам нужно, это просто скачать ее и насладиться этим геймплеем самому. Поистине, действительно идеальная сборка, которую я создал для себя, чтобы разнообразить ванильную игру. Здесь не добавлено новые технологии, новая магия или что-то в этом духе. Здесь просто игра, в которую хочется вернуться и поисследовать что-то новое. Сборка не требовательная. Вы можете ее построить под себя, уменьшив прорисовку, или же убрав шейдеры, или же убрав текстурпаки. Все это ваши возможности. Да, как и говорил ранее, данная сборка будет обновляться, ведь эта версия новая, вышла буквально недавно, и обновлений модов будет очень много. Поэтому сборочка тоже будет обновляться довольно часто. Я не планирую добавлять сюда что-то глобальное, что будет мешать к ванильному Майнкрафту. Я буду добавлять сюда то, что поистине добавит атмосферу и спокойствие в игровой геймплей. Всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Яфир и мир, идеальный мир, в который я хочу вернуться всегда. Всем пока!